Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером, вторника, 15 числа, вот прям на самом экваторе лета и года, 15 июля на календаре, мы с вами вместе. Это проект «Шум», там, где мы анализируем все произошедшее, немножко пытаемся заглянуть в будущее, ну и, конечно, поражаемся определенным вещам, которым не поражаться просто не представляется возможным. И действительно, сегодня много шоков, геополитических в том числе, заявлений. Тут Трамп проснулся, самое свежее заявление сейчас обсудим. Те, которые предыдущие, тоже подключим, тоже, я думаю, будет очень интересно. Всем большое спасибо за то, что уже поставили лайк и за то, что принимаете участие вообще в эфире. Все очень просто. Прямой эфир, сейчас 21:06, QR-код, который постоянно на экране, вы его видите, это возможность, если работает сервис, перейти и поддержать канал и написать что-то на экране прям текстом, если получается, милости прошу. Суперчат, суперстикеры, супер спасибо, спасибо за супер спасибо, за то, что помогаете, поддерживаете, за то, что вот цените наше с вами общение, а оно на самом деле очень и очень нужно. Вот на злобу дня. Поэтому и нужно. И я действительно и черпаю сам очень многие интересные мысли, интересные, скажем, после наших шумов, комментарии, потому что иногда за всем правда не уследить, а так хочется. Ведь именно то, что здесь и сейчас, не когда-то что напишут историки, как там переврут и преподнесут. Мы уже даже с самого начала войны видели, да, вот этот фильм BBC. Менялась раза 4 на моей памяти версия, как все начиналось. Знали, не знали, уезжала Зеленская, не уезжала, Зеленский что там говорил тогда, там атаковали, не атаковали, то есть 15 минут, сама даже история, 15 минут, через 45 минут окружат квартал правительственный, какие-то там кадыровцы, наверное, Зеленский собирает совещание, говорит, уходите, кто можете. Ну, короче, то есть, понимаете, меняется все, поэтому только здесь и сейчас, вот где полезно и ценно будет вспомнить, что с нами происходит. Традиционно о формате беседы в сообществе YouTube ничего нет, есть клуб закрытый зрителей «Шелест» и предложка, рубрика «Колобок, куда мы катимся». Именно там заблаговременно можно оставить свой вопрос. И, конечно же, будем общаться с чатом трансляции, а он у нас, как всегда, самый замечательный и самый потрясающий. Для чата трансляции открывается, как всегда и традиционно, наше голосование. Значит, по поводу голосования вот такой вопрос. После войны в Украине варианты ответов. Ну, как будет? Хуже, лучше, будет уже не Украина, я не в Украине, пусть как хотят. То есть вот такие варианты, выберите свой и, соответственно, ну, как бы тут понимаете, в чем дело, там будет уже не Украина, не в плане там, что Украины не будет, там, ну, то, что будет, это уже будет не той Украиной, за которую гибнут, которую помнят, которая там была, вот она уже сейчас другая, да, ну, как бы одно дело стремиться после войны вернуть, как было, а другое дело уже совершенно не Украина будет, та, которую там мы все знали. Поэтому такой больше философский вариант, видите, популярен. Но на самом деле ключевой упор я хотел бы, будет хуже или лучше. Потому что нам рассказывают пропагандисты разные, что пускай война продолжается, пускай там 50 дней, 50 дней, сколько угодно дней, пускай все будет. Все равно как бы будет хуже, когда наступит мир. Ой, вы тогда позавидуете, будете вспоминать эти времена, что вот-вот-вот, ля-ля-ля. Смотрите, ну как бы тут тоже нужно делать выбор уже сейчас, здесь и сейчас, по состоянию на сегодня. Наша традиционная игра в города, и это прям заряжает бодростью и, конечно, единением с разных уголков планеты. Вы пишете. Правила игры очень просты. Ну, то есть я называю, откуда вы, а если вы где-то рядом, то ставьте лайк. Значит, остров Русский, Россия, Харьков смотрит, Ростов-на-Дону, это прекрасно. Значит, Днепр на связи, Канада шумит с вами. Значит, Раменское, или Раменское, как правильно, Раменское вроде, да, шумит со всеми, шумляне лучшие, спасибо вам большое, Стамбул приветствует, Бердянск тут, уехавшие из Харькова коренные кремчане, шумим из Швейцарии, ох, как вас помотало-то, да, по географии жизни, спасибо, что вы с нами, спасибо, ставьте лайк, Шейн Майдан шумит, Бердянск, Алматы с нами, привет из Чехова, привет Чехов, Таллин, Одесса на шуме, это прекрасно, Бердянск, Варшава, Полтава, с нами также
Таиланд шумит и Кировоград. Спасибо большое за то, что Чечня, вот, Чечня, Саша, Мансур, спасибо, Мансуру, что отметились. Значит, Жмеренко, привет, привет. Луцк всегда с вами. Спасибо большое, Елена. С нами также Смоленск и Каталиноград. Всем привет. А где Каталиноград? Очень интересно. Флинтогард. Значит, Майкоп, Москва. С нами Урал, Чебоксары, Нижний Тагил, Имперская Вена на связи. Спасибо большое. Значит, стажары. Ереван, привет, Ереван, спасибо большое. Абхазия, Каталиноград. Ага, Каталиноград, но где непонятно пока. Слушайте, такое название красивое. Бердичев, Сибирь, Томск, Ереван, Славянск на связи. Ох, там к вам идет вот этот ужас войны. Тверь, Комсомольск, Ваканда на связи, Италия. Новая Зеландия, шумим. Ого-го, из Новой Зеландии, ничего себе. Спасибо большое. Село Шум, как всегда. Это так прекрасно, когда вот Наталья, она из села Шум, да, и вот она как бы Шум, смотрит Шум. Дюссельдорф, Волгоград на связи. Касансай, ух ты, Имперский Питер, Глухов, Белгород-Днестровский, Дружественная Германия, Где-тость, Уфа, Адыгея, Мариуполь, привет в Литву. И, конечно же, всем я из Украины уехал в Зимбабве. Всех как бы приветствует Зимбабве тоже, кто сейчас на связи. От Луганска до Морозица, Запорожье на связи, Краснодар тоже, Кавказ, Горный Бадашхан. Ух, какая у нас сегодня замечательная компания, аудитория. Друзья, ставьте лайки и давайте начинать основную часть нашего сегодняшнего наполнения шума. И понятное дело, что все пережевывают и переваривают вчерашнее. Значит, вкратце, Рютте, у Трампа, они сидят, и вот это 30 минут общения в овальном кабинете, его быстренько перевели, можно посмотреть в оригинале. Кстати, есть очень неплохой телеграм-канал, я у себя на телеграм-канале рекомендовал, где вот именно длинные тексты, длинные, тут те, кто хочет вчитаться, вдуматься, ведь очень многие не воспринимают информацию, вот именно нужно прочесть. Так вот, есть такие ресурсы. Ну и там, собственно, кто хочет посмотреть все полностью, тоже это все есть с переводом, достаточно качественным, хоть и искусственным, искусственно-интеллектуальным. И вот в этот момент там вот есть несколько таких посылов. Ну, во-первых, там Рютте хает Мединского, коллегу, так сказать, своего. Мединский историк, вот смотрите, прислали на переговоры историка. Ну, так в овальный кабинет тоже историка прислали. Рютте там ни семьи, как бы бабылюет, в Нидерландах как бы поруководил, и сейчас вот альянсом руководит. И вот это очень просто колоссальное количество аллюзий с вот этими табаки, с этими шакалами из мультика, ну, из повести, да, скажем так, Маугли, да, и вот, понимаете, вот это так и было, вот это так и было. Короче, по факту, выходит Трамп, говорит, смотрите, мы будем продавать НАТО оружие, мы, значит, Европа будет его покупать, и дальше уже в третьи страны. Мы там ПВО передадим, все на свете. В общем, мы вот так вот, мы такое решение приняли. И есть 50 дней, и я введу стопроцентные санкции против России, если не договорятся. Ну и эти заявления начали обрастать. Ага, почему стопроцентные, не 500-процентные? Трамп как бы отбрил Линдси Грэма, который за сутки до этой встречи с Рютте, ну прям пена из него извергалась, как вот там он всех победил, и, в общем, какой великий Трамп, там, как Россию наклонил, какими санкциями всех обложил. Не было этого. Значит, 100%. Окей. То есть 50 дней, а потом, ну и прозвучало это и выглядело, как бы ходит как утка, крякает как утка и выглядит как ультиматум. Ну вот, собственно, это можно было сказать о его речи. Но поскольку это общение с журналистами, то есть программного заявления, которое было анонсировано, как такового не было. Ну как бы, что сказал Трамп, то и сказал. Как поняли, так и написали. И сегодня целый день, прям с утра до вечера, разные издания публикуют совершенно разную информацию. Смотрите, введут санкции. Реагирует Россия, реагирует Китай. Кстати, Россия достаточно стерженно реагирует. Ну, давайте обо всем по порядку. Вот вчера это выглядело так. Особенно я хочу как бы сфокусировать внимание на вопросе журналиста, когда репортер спрашивает, погодите, а что как это? Помните этот, ну,
пока был в России, очень популярный и там, классный комик с классными полубардовскими песнями из Comedy Club и КВН Семен Слепаков. Да? Вот там у него есть легендарная песня «Чё будет, если нет?». Примерно такой вопрос задали Трампу. Якщо Путін піде на подальшу ескалацію, наскільки далеко ви готові зайти у відповідь? В чому? Наскільки далеко ви готові зайти, якщо Путін ескалує, відправить більше бомб у найближчі дні? Не ставте мені такі запитання. Як далеко, я не знаю. Я хотів би, щоб війну завершили. Не американці в ній гинуть, і, знаєте, у мене є проблема, і у Джей Ді проблема, це позиція, яку він має вже давно. Вони не американці, хто гине, але гине багато людей, і на чомусь, що можна було б вирішити. І ми всі згодні з цим, ця група людей, що, знаєте, ми хочемо захищати нашу країну, але... Ну да, ну в общем вы поняли, да, и начал забалтывать. И это, в принципе, вот эта вот речь, как бы для журналистов, ну я тоже работал журналистом именно в поле, там с заявлениями, с интервью, с пресс-брифингами, там это просто кладезь, понимаете? То есть выбирай, что хочешь, да, Джей Ди Венс всех приплел, все, по сути, не задавайте мне этот вопрос. Но сказанное прозвучало. Китай выходит сразу с реакцией, что, простите, пожалуйста, ваши пошлины это... вообще не туда, мимо кассы. Мы, в общем, против такого политического давления. Ну, в общем, сдержанно отбрил вот эту идею Китай в классической его манере. Почему я начинаю с Китая? Потому что Лавров с Ван И в Куала-Лумпуре, потом съездил в КНДР, приехал в Пекин. В Пекине опять с Ван И встретился, его принял Си Цзиньпин, то есть по телодвижениям дипломатическим что-то большое намечается и очень серьезное. Судя по вот этим контактам, я тут согласен, какое-то издание западное написало, сейчас не хочу рыться вспоминать, о том, что ну так все нормально, то есть пояс обеспечен определенной безопасности или, как принято говорить, защита от дурака. Ну и именно, никто же не понял после вчерашнего брифинга, что сегодня вообще ждать от Трампа. Ну, имеется в виду 500% против кого? Против Индии, Китая, короче, против БРИКС. Так это вообще другая система. Тут только все откашливают вот эти санкции, я их санкциями называю, пошлины, тарифы Трампа, которые он объявил с 1 августа. Ну, то есть Европа там вся в шоке, то есть, ну, решила пободаться, говорит, а мы на 70 с лишним миллиардов тоже. Другие страны, в общем, кто-то вступает в переговоры, кто не вступает. То есть там есть целый список стран, которые Трамп как бы опошлил в этом смысле. Ну, хорошо, опошлил и опошлил. Так, а здесь, подождите, через 50 дней все уже прикинули, посчитали и вспомнили Шуфутинского, что 3 сентября, час прощания. Кто-то говорит, не, погодите, 2 сентября, Вторая мировая закончилась, американцы же победили во Второй мировой, вот и как бы вот День Победы такой. То есть все начали отмеривать 50 дней. Украинские аналитики налетели, говорят, так это вот смотрите, это Трамп дает Путину повоевать. На самом деле в этом есть доля рацио. Почему? Потому что по сливам, опять-таки, верить ли этим сливам? Сливы какие-то неспелые, сливы какие-то кислые, но тем не менее, в общем, есть люди, которые точно знают, что когда Трамп говорил с Путиным, Путин ему сказал, что за 60 дней он решит вопрос. Ну, имеется в виду военным путем, решит вопрос с Украиной. Прошло несколько дней, и вот, короче, выходит Трамп и говорит 50 дней. И все сразу это все сопоставили, подтянули к носу и давай там каким-то образом сопоставлять. На самом деле это все, конечно, очень классная такая политическая беллетристика, особенно ввиду того, ну, а что собой являет и чем является вот эта реальная политика. И сегодняшний комментарий Лаврова, вчерашнего Трампа, это мы говорим про вчерашнего Трампа, но это вот демонстрирует четкое отношение. В общем, реакция Кремля спокойная, рабочая. Песков выходит, говорит, да, ну мы хотим сами разобраться. Медведев очень говорит, спокойно отнесемся. Вот что говорит Лавров. Поэтому мы, конечно же, как сказал Дмитрий Песков, мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней, было раньше и 24 часа было, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского. Значит, смотрите, это очень важная формулировка, я хочу сфокусировать внимание, потому что то, что говорится вот так на уровне дипломатии, оно требует расшифровки. Смотрите, на Трампа давит НАТО и Евросоюз.
это так озвучивает и так упаковывает вот все происходящее сейчас Российская Федерация. То есть это очень, ну, здесь гораздо тоньше все, чем кажется. Потому что и вы, наверное, в комментариях возмутитесь, это елки-палки, этот Трамп, у него 7 пятниц на неделю, как кто на него давит. Наоборот, он на всех давит, там, крушит, ломает, черт чем занимается. Ему один подошел в ухо, шепнул, он так говорит, другой подошел, он и так говорит. Но тут смотрите, какую игру, да, как бы как ее продолжает разыгрывать дипломатически российская сторона. Говорит, на Трампа давит НАТО и ЕС, а они поддерживают полностью Зеленского. Продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах. Поэтому у нас, знаете, такая есть пословица: не рой другому яму, а то, что санкции, которые сейчас ввел Европейский Союз, и которые готовятся вновь в Брюсселе, и в санкционную эту воронку пытаются затянуть и Соединенные Штаты, но президент Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все за это будет Европа. Все это, конечно, уже нанесло очень серьезный ущерб европейской экономике. Здравые и объективные европейские аналитики, экономисты, политологи признают, что ущерб несет прежде всего автор этой санкционной войны. У нас все-таки вот так же беспрецедентное количество санкций против нас объявлено. Справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся. Этот вывод тоже основан на оценке, на анализе независимых, в том числе многих западных экономистов и политиков. Поэтому, что касается... Да, ну наши торговые контрагенты, они слышат то, что прозвучало, но едва ли они могут сейчас прогнозировать свои действия. У них есть обязательства, международные обязательства, и зная этих наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики, от политики соблюдения договоренностей, достигаемых и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах. Значит, это, ну, что, если на простой язык? Значит, Рютте выходит и говорит конкретно, говорит, я был бы Путиным, я бы согласился. Ну, типа, принял бы этот ультиматум и пошел бы на него. И вообще эта вся история вчера выглядела как некий такой замут, чтобы, условно, Бразилия, Индия, Китай, вот эти партнеры основные торговые, плюс другие страны, чтобы они вышли, ну, это как вот в армии, знаете, вот там накосячил один, а там плац подметают все. Или там туалеты отправляют драить всех, да, какое-то отделение. Получается, что как бы вот они коллективно как бы должны Россию, да, вот, ну, как бы вот надавить на Путина, чтобы он закончил войну. Ну, вот как-то так. То есть, и эта идея, она сквозила вчера от вот по этому принципу. Но, как обычно, есть такое выражение, что в пятой точке не удержится вода. Это мне так, ну, не знаю, там, в моей семье оно было такое выражение, не знаю, у кого как, напишите. Именно вот с таким позиционированием выглядела сегодня многие, там, западная пресса, многие издания. Значит, уже все, уже понятно. Уже, значит, спустили еще один слив, еще не менее кислый. И, так сказать, продрыстались, что, значит, Трамп, Financial Times, на секундочку, это не хухры-мухры. Значит, в частных беседах с Зеленским Трамп говорит, а вы нанесете удары по Москве и Петербургу? Он говорит, Зеленский отвечает, конечно, нанесем, дайте ракеты. И началась вот прям такая патагонка. Дают томагавки. Все там, это томагавки. Это... И одной строкой тихонечко, вот так вот, знаете, очень скромненько Писториус выходит и просит там продать ему вот эти там какие-то пусковые установки, которые эти томагавки чисто теоретически могут запускать. То есть томагавки передают, а чем стрелять из них? Пальцем или подводной лодкой? Ну, то есть есть наземные, есть подводные лодки. Подводные лодки, здравствуйте. Никто никаких, о каких подводных лодках вы говорите вообще в принципе. Наземные пусковые установки просит сама Германия. Но не для Украины, а как бы для себя просит. Она говорит, давайте, там все-таки война, Россия угрожает, мы Европа, мы давайте закупать. То есть у нас появляется плательщик Европа,
и Германия в частности, у нас появляется СИТА, Европа, Германия в частности, плюс Франция, которые, да, каким-то вот образом должны там покупать для Украины вот это как бы вооружение. То есть изначально идея понятна, она выводит США как бы из-под удара, понятно, Трампом недовольны, понятно, что Трампом и будут недовольны, он влез все-таки в эту войну с этой идеей и решил продавать, но все говорят, будут переданы наступательное вооружение в том числе. Так, где эти наступательные вооружения в том числе? Значит, вот полетел у нас как бы проснувшийся Трамп. Значит, Зеленский не должен нацеливаться на Москву. Я не на чьей стороне, я просто хочу остановить убийство. Это вот свежее там полчаса, час этому заявлению Трампа. Белый дом до этого за час отработал, вышел, сказал то, что напечатали Financial Times о том, что Трампу хочется, чтобы Зеленский бил по Москве и Питеру. Это все фейк, это все лажа, это утка, это придумали. Но тут же возникает другой вопрос. Мы-то можем пошуметь здесь, да? А кто придумал? Зачем? Трампа загоняют туда. Вот тут бегают собаки, лают. Там, понимаете, есть там разные аналитики, которые там говорят, что загоняют медведя, типа как, ну, Россию как образ медведя. Да, их там загоняют, распинают и так далее. Трампа загоняют. Тут бежит собачка, шавка, лает с Financial Times, там с Reuters, здесь еще. А вот Путин там не остановится, а Путин пойдет дальше, а Путин захватит то, что он вписал в Конституцию, а если увидит, что типа слаб противник, именно Украина, то Харьков, Сумы заберет. И это все вот муссируется бесконечным потоком, и Трамп вот бежит по этой колее. Ну а чего? Это все прогнозируемая история. Я вам зачитывал в позапрошлом или каком-то шуме там неделю назад около этого, как они только вот вроде как договорились о разблокировке помощи, да, американской. И Ермак пишет, говорит, да-да-да, разблокировка помощи, хорошо, спасибо, друзья, партнеры, товарищи, супер, мы там с вами. Но лучшая защита — это нападение, поэтому нам нужно наступательное и дальнобойное вооружение. И носятся на Банковой с идеей фикс переноса боевых действий именно на территорию Российской Федерации как выполнение плана глобалистов по продолжению этого плана. Трамп выходит ни на чьей стороне ничего. Значит, если Россия не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, будет очень плохо, говорит Трамп. Опять-таки, что будет плохо? Кому будет плохо? Украине, России, обоим, Америке, может, будет плохо. То есть, понимаете, как знаете. Значит, посмотрим, что будет с Путиным. Трамп не планирует, вот это, кстати, очень поразительная история, что Трамп не планирует отправлять Украине дальнобойные ракеты «Джасм». Дальность полета там достигает 800 километров, и они могли бы долететь в том числе до Москвы. То есть все. Все. Ну и, конечно, то есть, в принципе, знаете, есть такая табличка, я очень любил в детстве. Набор случайных фраз, там 3-4 столбика, и ты вот с каждого столбика выбираешь по содержимому, и получается какое-то умное типа предложение ни о чем. Вот в принципе вот так генерирует Трамп, да, свою речь, что ты можешь зацепиться и понять как угодно. Но тут все четко и понятно, никаких джазм не будет. Будут патриоты, будут какие-то, возможно, снаряды, возможно, что-то еще, ну, какие-то, ну, вот эти дальнобойные удары, там, все, не-не-не, ребята, это не про Трампа. Он объяснился за то, что было сказано вчера, и то, что сегодня раздувала пресса. Ну и, конечно, затравочка, это прям потрясающая история. Значит, да, вот полетели шахеды, ну или герани, вообще разные там герберы уже. В общем, БПЛА полетели с 8 направлений, над Украиной уже 45 дронов, пока идут на Полтаву. Значит, конечный срок по России может наступить раньше, чем через 50 дней, сказал Трамп. И, как говорится, ну, знаете, вот это сказал Трамп и был таков. Ну, то есть, понимай, как хочешь. Он это все говорит с таким деланным выражением лица, то ли озабоченным, то ли каким-то еще. Ну, вот понимаете, да? То есть, тяжело ему общаться с прессой, точнее, как ему-то легко общаться с прессой. Пресса его пытается загнать в колею глобалистскую. То есть, дальнобоя не будет. Может это все и раньше произойти, чем через 50 дней все остановиться, а может не произойти. Ну, вот как это там, погода, в КВН была миниатюра, погода там в Древней Руси. А может дождик пойдет, а может солнечко будет, как Бог даст.
Вот, в принципе, вот так это все формулируется, но все уже выписали планы, уже ликование в украинской прессе, смотрите, ну вот, ровно брошенная фраза вчера, да, по поводу Путина, что мы созвонились с Путиным, все хорошо, а потом Мелания Трамп ко мне подходит, говорит, вот разбомбили новый город. Ну, и я говорю, типа, вот мы так хорошо говорим, а потом это все. И вот это просто Короче, старый... Вот, есть дед у кого-то из вас? Напишите, пожалуйста. Вот такой дед. Я помню, я вот сейчас это смотрю, и у меня сразу такая мысль возникла. Я так общался там с дедами во дворе, там, со своим прадедом я так общался. Ну, я был маленький, его видел там один раз, но тем не менее. Вот разговор примерно такой же. То есть вот примерно так же они общаются. Получается, что, ну, такая вот история. Тут он говорит как дед, то есть, ну, по-дедовски. Не, он, конечно, мудрый там, в общем-то, может выдать какую-то фразу, и ты так поразишься мудростью, величию и всему остальному. Ну, или, например, ну, вот как-то вот все в хозяйство, все в семью. Вот был он на Кубке Челси, да, то есть там вообще написали сегодня о нем. Ну по поводу Мелании Трамп, сразу уже сегодня публикация о том, что смотрите, новый союзник у Украины, Мелания Трамп, она сама с Югославии, славянка, она, короче, за Украину. Она там в постели у Трампа, под кроватью, под одеялом, там его вот подзуживает, говорит, помоги Украине, а он лежит такой, крутится, бессонница старческая, говорит, да ну отстань, Мелания, помоги Украине. Уже вот так выписывают, понимаете, что вот Мелания за нас. Ну, то есть прессе вот только дай повод. Вот он дал вчера повод, сегодня мы его как бы разгребаем, эти кучу поводов. Ну, то есть Кубок мира клубный, Челси выиграла ПСЖ, переиграла. Челси победила, все, там, награждение. Во-первых, уходить не хотел Трамп. Дальше выписывают о том, что он там забрал, он там какой-то кубок круглый такой, Тиффани, 24 карата золота, там все, там, в общем, забрал себе его, а этим копию отдали. А потом это крутят, вот эту, когда он награждал, вешал всем медали, а потом одну себе в карман раз, и ему там глава ФИФА показывает, о, класс, типа, прикарманил. Ну, как дед. Ну, в принципе, в хозяйстве пригодится. Чего? Будет как использовать как подставку под чай, да, например, или там под Кока-Колу. Положит медаль вот эту с финала клубного Кубка мира по футболу, так поставит на нее и будет попивать, сидеть. Там диетическая кола, кнопка ж есть. Нажал кнопочку, принесли. То есть вот так его трактуют, и вот так о нем пишут. И рушится вот этот вот миф, да, о том, что Трамп сейчас как впрягается и идет по этой войне. А потом у него наступают моменты прозрения. И он выходит и говорит, не-не-не, я ни за кого, ребята, вы что? Продать окей. То есть я помню выражение Зеленского, смотрите, мы хотим остановить огонь, и это уже очень большая уступка, потому что мы жертва агрессии. Вот сейчас тут примерно такая же логика. Я и так сделал большую уступку. Я готов за 100% оплату, за европейские деньги поставить Европе оружие, а там разбирайтесь, может... Короче, за все будет платить Европа. Он красивым таким фортелем, тоже такой дедовский, но рабочий способ, как бы окрутил Европу на то, чтобы она вот немножко включилась больше денежкой, ресурсами, силами в войну. Вот, в принципе, и все, что он хотел сказать. А вот эти санкции, 50 дней, это вот потом, а потом может раньше, может позже. Но как бы мы видим, что ни Москва, ни ее контрагенты, с которыми она торгует, как-то вот шибко не повелись на эту всю, скажем так, схему разводняка. Все, есть обязательства двусторонние, есть суверенитет, есть какие-то моменты, конечно, они будут покупать ту же нефть. Там же у нас что, да, вот проговорено было, да, Лавровым в том числе. Он говорит, Европа санкции принимает. Так 18-й пакет сегодня не приняли? Не приняли, потому что не договорились об этой потолке на 15% ниже. Хотели еще дешевле. А те, одни, другие говорят, подождите, это вообще какой-то нонсенс, вообще никто не будет нефть эту покупать. То есть, смотри, точнее не то, что покупать, нам продавать ее никто не будет, потому что ее лихо заберут все остальные. То есть тут конкретный удар по карману. Мы должны предложить России плюс-минус внятную цену, потому что мы зависим от этих энергоресурсов. То есть
Европу обезжиривают энергетически этими санкциями. И тоже, что не так сказал Лавров, это как бы обоюдоострый меч. Вводишь санкции, значит, надо притянуть Трампа, чтобы он санкции вел, чтобы он тоже страдал от этого. А дедушка Трамп страдать не хочет. Он хочет медальку получить, он хочет Нобелевскую премию получить, поэтому тут как бы тут его не проведешь. В чем? А как коммерса ты его не сделаешь, ты его не обманешь. Он сам кого хочет обмануть. Да, может быть, не так изощренно, как сейчас модные каталы, но он же с опытом. Поэтому не получилось. Другое дело, это перенос войны на территорию Российской Федерации. Значит, история понятная и, значит, летела сегодня. В Ростовской области, там Елец пострадал, вроде ударили и попали в предприятие, связанное с поставками снарядов, изготовлением для Искандеров. Потом еще в какой-то области прилетело. И, значит, конечно же, всех поразили сегодняшние дроновые атаки. Вообще дроны стали лететь ожесточеннее и опаснее. Значит, Воронеж. Значит, летит дрон, это вот на момент прилета люди снимают непосредственно с камеры. Значит, вот такой прилет, вот так и получилось. Ну и долетает звук. Вообще, это удар, который был дневной. Также в Воронеже были ночные удары, там тоже пострадали какие-то гаражи, в общем, частные дома. Всего после этого прилета 20 человек пострадало. Это последняя цифра, которую я видел в сети. Возможно, там чуть больше, ну, меньше нет, потому что было 15, потом выросло до 20 человек. То есть удар конкретно по Воронежу. Белгород прилетает в районный суд. Один из судов, прилетает дрон, летает прямо в крыльцо, конкретно отрабатывается, получается, цель. Стреляли именно туда, ну и вот, собственно, пожарные гасят. Ну, не совсем в крыльцо прилетело, а прилетело на уровне 2-3 этажа. Вот. Как это? Как это сейчас? Они же любят после Луганска, вот этого ужаса, когда с самолетом стреляли, кондиционеры. Не, вот смотрите, целехенький кондиционер стоит, все нормально. Дрон четко прилетел. То есть идет атака массированная по территории Российской Федерации. Этих атак будет еще больше. Этих атак, таких вот укусов, прилетов будет еще больше. Насколько там прилет вот этот в Воронеже или прилет в суд, ну как административное здание, суд, является каким-то там целеполаганием или как-то перевернет ход войны, сказать сложно. Ну, точнее, просто никак не перевернет, но сложно сказать, что будут с этим делать дальше. Никто, наверное, пока не подсказал, ну и потому что не было там, ну, какого-то такого подтверждения. Вполне вероятно, что могут охотиться за кем-то из чиновников дронами, а потом рапортовать, как это делает Израиль. Ну, у них такая мода. Вот смотрите, мы там какого-то российского чиновника достали вот в таком здании административном дроном, а потом это все предъявлять, говорит, смотрите, вот он там за там агрессию или какой-то губернатор или какой-то начальник чего-то, и вот мы в него попали. Ну, попали, не попали, но как бы писать об этом будут, потому что этих атак будет больше, больше и больше. Именно вот такими дронами, не вот этими, которые далеко-далеко летят, а вот такими по ближнему приграничью. То есть это будет отрабатываться, этого в эти 50 дней точно будет больше. Ровно, это же как бы дорога с двухсторонним движением, ровно и наоборот. Сегодня ужасный случай произошел. Херсон, прилет, пожар, выезжают пожарные и снимают, как они гасят пожар. Заходят внутрь, и тут, собственно, изнутри, снаружи прилетают в здание, и они как бы замечают несколько дронов, их атакуют. Дрон! Дрон! Быстрее, быстрее, быстрее! Дрон! Чей дрон? Ну, в общем, тут, конечно, можно поерничать, что чуму на державную, но тут вспоминается из
о чем говорят, ой, о чем говорят, ну, 17 мгновений весны, о чем говорят, да, как вот радистка Кэт, вот это все, помните эпизод, там, кричишь на том языке мама, когда, ну, вот, когда вот на своем родном. Вот они вот кричат, эти пожарные, на своем родном, потому что летят дроны. Вообще этих дронов количество увеличивается. Сейчас идет атака, готовится с 8 направлений. Все почему-то сегодня целый день обсуждают Келлога, который зачем-то неделю в Киеве, зачем-то, то есть устроили шоу для Келлога, а там многокомпонентное шоу. Во-первых, начинается вот этот движ Париж с Свириденко, Федоровым. Я обалдел, если честно, тоже этого как-то не увидел у Зеленского, не вчитался, а потом понял. Сидит Свириденко и Федоров, да, и как бы, ну, в общем, и обсуждают на полгода планы правительства. На полгода. Свириденко и Федоров. То есть вице-премьер, и она там сейчас действующий министр финансов, кажется, да, но она подписывала сделку с Бессентом американскую, по которым уже отписали порт одесский. Ну, в общем, они сидят у Зеленского на совещании, а еще вот чернила не остыли на заявлении Шмыгаля. Он его там взял, сегодня написал, говорит, все, Верховная Рада, давайте меня, увольняйте, я готов. На самом деле, то, что... Ну, а уже как бы нарезаются задачи. Уже все поговорили, уже все как бы как положено. И самого Шмыгаля вроде как из премьер-министра переводят на министра обороны. Министра обороны Умерова отправляют в США послом. Ну, там у него семья, связи, все хорошо. Ну, и там целый ряд еще есть там каких-то перестановок непосредственно в самой структуре. Активно обсуждают объединение, то есть назад, откат, вот это Министерство национального единства с Чернышовым, который тоже как бы вице-премьер, но под залогом сейчас находится. Ну, в общем, замечательное правительство, его надо менять, конечно, точно, но как? Сегодня Верховная Рада проголосовала продление военного положения и мобилизации до 5 числа. То есть этим военным положением есть вопросы. Да, а можно ли менять кабинет министров? А что это сейчас происходит, когда премьера делают министром, а министра делают премьером? А это можно считать как отставка правительства? Так война же, нельзя отставку правительства. И сейчас вот это вот как бы идет эта дискуссия, бросается тень на легитимность уже не только там президента, да, который почему-то сам спрашивает и предлагает Свириденко должность премьер-министра, хотя это там парламентская инициатива абсолютно, это не его умодело, по Конституции, ну, которая на паузе. Значит, Кабмин теперь будет легитимный или нет? Ну, они как бы исполнительная власть, но тем не менее, взяли, поменяли Шмыгаля, насколько это возможно во время войны. То есть президента у нас выбирать нельзя, нового, а Шмыгаля, премьера, можно. Ну, то есть парадокс. А еще и парламент, который проголосует за это, тоже теряет вот эту легитимность, да, потому что нарушает закон, и, в общем, можно очень красиво это все разложить юридически и как бы в пух и прах разнести эти решения. Получается, нет столпов власти. Ну, ко всем есть вопросы. То есть это специально закручивается эта воронка, чтобы не было, например, не вышел какой-нибудь Путин, и говорит, я почитал украинскую конституцию специально, и вот я вот так смотрю, что мы можем говорить с парламентом. А тут и с парламентом уже не может говорить. То есть, с одной стороны, закручивается такой цугцванг юридический, то есть, условно, если завтра, ну, вот как Трамп сегодня сказал только что, раньше, чем через 50 дней договорятся, так а с кем подписывать? И может так случиться, что как бы не с кем, ко всем есть вопросы. Но тут... И это очень важно. Никому не подсказываю, но тут очень важно. Можно будет подписывать с местными советами, там, где они есть. Получается, что военно-гражданские администрации назначены президентом с истекшим сроком полномочий, а советы, те, которые не разогнаны, да, это вроде как все равно у них мандат людей присутствует. И получается, что вполне вероятно, если оседлают эту историю
ну, там, те же россияне, и как бы начнут крутить, дальше его раскручивать, то тут мы пройдемся, это будут называть парад суверенитета, это не совсем так, никакого суверенитета нет. Ну вот, например, там, раз Харьков взял и договорился о перемирии на территории Харьковской области. Ну вот так, да, или, например, там, Одесса, да, еще там кто-то. То есть по этому пути может пойти из-за дефицита, из-за многочисленных нарушений Конституции, вот этих как бы дров, которых наломали, да, с вот этим всем, и Кабмином в том числе, и Зеленским, который не пошел на выборы, и вот этими всеми моментами. Ну, то есть возникает такая проблема, и выход из нее только будет по, как бы, по территориям, а это же очень непопулярный выход, потому что он тоже как бы нарушает Конституцию. Но тогда скажут нормальные люди, позвольте, то есть вы здесь нарушаете Конституцию, то есть здесь нарушать можно, а здесь нельзя. То есть выходит вот такая история. Ну, то есть на самом деле закручивается колоссальнейшая интрига о том, что будет дальше, каким образом, как вообще, ну там, с этим Кабмином, со всеми на свете, как будет дальше. Но мы еще поговорим об этом, и о Свириденко тоже вспомним, и о Кабмине. Ну, это так, как затравка на будущее. Это вот, этому будет к окончанию 50-дневки Трампа очень много внимания приковано, вот 100%. По поводу дронов и российских дронов, которые летят по Україні. Ну, всі признають, що їх буде більше. Четвертий рік воюємо і бачимо постійний прогрес, як із нашого боку, так і з його боку. І казати, що вже якийсь є пік, неможливо, адже ми це зможемо побачити тільки через певний час. Можу тільки сказати, що сили ворога, вони нарощуються, особливо нарощується його використання безпілотних літальних апаратів. Ми дійсно бачимо збільшення кількості розрахунків, які працюють саме на дронах з їхнього боку, і кількість безпосередньо самих дронів. Тобто ворог нарощує саме свою складову по безпілотним літальним апаратам. Наскільки це буде збільшуватись, сказати не можу, але останнім часом досить багато інформації від оперативних джерел про те, що ворог збільшує виготовлення своїх безпілотників ударного типу, в тому числі шахедів, і планує наносити все більше і більше ударів по території України. Зачем он это говорит? Да чтоб никто не расслаблялся. Ну, то есть логика в этом повествовании простая. С одной стороны, можно сказать, елки-палки, как так взять и в эфире национального телевидения национальному защитнику, военному, там это спикер, значит, взять и говорить о том, что у россиян преимущество в дронах, и они наращивают. Нет, мы, конечно, тоже там чего-то наращиваем, но вот у них будет больше и больше целей. Вот как сейчас с 8 направлений летит дрон, и как бы Келок не особо спасает. Ну, посмотрим, там, залетит в Киев, не залетит. Тут киевляне радуются. Ну, по Келогу в каждом, не знаю, райцентре не поставишь. И в каждом областном центре тоже. Келог один, ему что, разорваться, что ли? Хотя еще посмотрим. То есть за эту неделю и эту ночь впереди, в общем, может и устроить такую шоу-программу, да, для Келога, как вот там спуститься в подвале. Это прям на руку. Прям на руку будет Келог с впечатлениями от ночи, проведенной в подвале, в бункере, который защищеннее, чем все вот эти две стены украинцев или подвальное помещение украинцев. Вот он проведет там, да, и приедет Трампу и опять шепнет что-то на ушко, и тут выйдет, чего-то опять скажет. То есть расчет понятен, вот именно такой. Но тем не менее, дронов будет больше. А потом придут и скажут, а мы же вам говорили, что дронов будет больше. Мы же вам говорили. Видите, власть заботится о вас. То есть не останавливают, а заботятся. Вообще, конечно, очень интересная эта замена Шмыгаля. И если это подтвердится, он будет министром обороны. А что он будет делать с дронами? 50% оборонзаказа там подвисли в воздухе, там выполнено, не выполнено, расследования идут. Ну, у нас новый теперь премьер-министр, да, министр обороны, новая метла, по-новому будет мести, там замов поменяют, возможно, каких-то еще чего-то. Вообще, эта тема, пару своих мыслей по этому поводу. Вот почему Шмыгаль, да? Абсолютно никакой исполнительный и неяркий. Работающий более в белую, более по накладной. А эта тема с самого начала войны Министерства обороны, тема махинаций и тема, ну, таких очень серьезных денег. Потому что это же на войну, это же Минобороны распределяет. А тут Шмыгаль. Это будет означать ровно то, что
обезжиривают само министерство, а все эти средства, силы, деньги, ресурсы будет уже напрямую давать Европа. То есть этот краник финансирования и отмывки прикручивают знатненько. Вот поэтому там будет Шмыгаль. И все будет ровно, тихо, спокойно, как бы согласно статьям расходов бюджета. Все. Ну, это такая версия. Там посмотрим, на самом деле, насколько еще, может, вдруг себя проявит Шмыгаль. И будет, ух, какой министр обороны, как поедет на Рамштайн, как там выбьет там опять всего и много. Но тем не менее. А что же за Юля у нас? Новая Юля. У нас была Юля премьер, Тимошенко, а сейчас у нас Юля. Тоже будет премьер, Свириденко. Вот как они отзываются нардеп Скороход. Говорят, креатура американская, после того, как ее рукой была подписана ресурсная сделка с американцами, мол, на нее там глаз положили. Скороход говорить нет. Щодо пані Свириденко, ну, вона улюблениця Єрмака. От, Не американцев, она любимица Ермака. Любит Ермак Свириденко. тому такий пав вибір. Ви особисто голосуватимете за прем'єр-міністра Юлію Свириденко? Ні. Мне нравится антураж в студии, конечно. Вот это. Не хватает этой ленточки и вот этого стаканчика с просом, ну или там с кусочком хлеба, граненого такого. Знаете, Трампа поставили. Креатив все-таки, как прет. Ну ладно, слушаем Скороход о Свириденко. Так а что с ней не так? Аргументуйте чому? Бо я дуже багато чула про її роботу, професійну діяльність, в тому числі від наших американських партнерів. І, на жаль, на мою думку, вона не дотягує на таку високу Якщо посаду. американські партнери, а це наші стратегічні партнери, говорять про те, що вона не дотягує, з ваших слів, то чому вони не інформують президента про те, що вони не сприйматимуть Свириденко як прем'єр-міністра? Бо американці не мають того впливу, про який так багато всі говорять. Ну, это такая официальная версия, чтобы никого... Да потому что плевать американцам. Ну вот плевать они. Вот что они сейчас обсуждают? Они обсуждают, дотягивает Свириденко или не дотягивает. Ну плевать. Ну вот, пожалуйста, зерновой терминал в Одессе, все уже отписали. След там какой-то рудник уже первый, как бы, ну, расчерчивают. В Днепропетровской, кажется, области. Ну, по ресурсной программе. Да плевать. Она должна что? Правильно, подписать, не мешать, не лезть, обеспечить. Подсобить, так сказать. А там кто она? Дотягивает она, не дотягивает, понимает она, не понимает. Будет понимать инвестиционный фонд в штате Делавер. На сьогоднішній день більший вплив в Україні має Великобританія. Вот так вот. Значит, у нас больше влияния Великобритания. Ну, тут как бы можно спорить или можно не спорить. Можно вообще, там сейчас как бы в кулуарах несутся слухи, что ЦРУ противостоит Ми-6. Представляете? ЦРУ против Ми-6 в Украине. Ну, и такое бывает. В общем, остросюжетные скажем так, спецслужбистские разборки. Но как бы дело не в этом. Американцам плевать. Им надо, чтобы дело делалось. Им надо, чтобы денежки шли, чтобы выполнялись условия. Кому не плевать внезапно стало, так это соседям из Европейского Союза, соседям Украины, венграм. Сегодня колоссальный, прям такой очень серьезный посыл дает Орбан. И говорит, ребята, а мы не можем вас принять в Европейский Союз, вас людей ловят, охота на людей. Выходит Сиярта и как бы поддерживает Орбана. На Украине идет охота на людей, которые не обучены, во многих случаях совершенно не способны и непригодны для службы на передовой. Их похищают на глазах у их семей, у их маленьких детей и заставляют служить. И людей жестоко забивают до смерти, потому что они не хотят идти на фронт. Международное сообщество игнорирует эти факты. Ситуация на Украине остается без внимания. Я лично видел кадры со случаями похищения людей на Украине. Подлинность видео невозможно отрицать. На встрече с коллегами в Брюсселе я намерен обсудить действия украинских властей и поинтересоваться, считает ли ЕС такие меры допустимыми. Хочу подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не пойдут на Украину. Ну вот так.
То есть позиция ясна, четкая и понятна. То есть если венгров спрашивают, а что это вы не скидываетесь на Украину? Говорит, не-не-не, ребята, мы не можем скидываться на Украину, у них беспредел происходит. Откуда ноги растут? Вот, собственно, публикация самого Орбана. Значит, ну и перевод, да, его. Значит, очередь поставок. В Закарпатье до смерти избили Южефета Себестена. Сегодня в Брюсселе венгерское правительство приступило к немедленному включению украинских лидеров, виновных в смерти гражданина Венгрии Южефа Себестьяна, в санкционный список Европейского союза по правам человека. Вы представляете, что это он написал? То есть одно дело, говорят, Урсула говорит, какая классная Украина, она готова вступать в НАТО, она выполнила там кучу, мы такие украинцы говорят, вот, мы европейская страна, ничего, сейчас войну закончим, в Европу заберут. А тут выходит Орбан и не просто говорит, что, ребята, вам в Европе делать нечего, посмотрите на свой уровень вообще отношения к гражданам, посмотрите, что происходит. Он еще говорит, я поеду, значит, в Брюссель и буду санкции пробивать для тех лидеров украинских, которые вот это вот замутили. Санкции против воюющей страны за то, что они вот издеваются над своими гражданами. Ход очень интересный. Да, вы возразите мне и скажете, ну, венгры, конечно, любят вот это все, да, вот там похорохориться, а по факту, ну, что по факту, да, обычно мало чего добиваются, получают денежку из европейской кормушечки и немножко замолкают. Но потом опять выходят и выдают, и потом замолкают. Однако вот этот конкретно случай, ну, извините, с мобилизацией, это очень больная тема. Ровно так же, как и больная, когда россияне бьют по зданиям ТЦК, а украинцы радуются в соцсетях. Настоящие украинцы, не Ботаферма, не Луганск фильм, не какие-то там еще, что они там придумают. Ровно так же и здесь, когда член Европейского Союза приходит в Брюссель и говорит, ребята, надо санкции на них накладывать, у них беспредел, тирания. А что это, как не беспредел? Вот сегодня Николаев, пожалуйста. Значит, упаковывают парня. Б'є його, боже, як він його б'є. Ох ти пі. Женщина вот подошла. Боже, я свою сьогодничку. То есть, человека засунули там на полкорпуса в Николаеве сегодня, да, и там закрывать дверь, а он не дается, цепляется. И вот так нога, не нога, вот так вот прям с разгона, вот это все, понимаете? Что там, потрескалась, наверное, кость или еще что-то. Одесса. Женщина выходит и говорит, что вы творите в Одессе, понимаете? В Одессе, не в Одессе маме. Ребята, нельзя так бить, нельзя, нельзя бить. Ну зачем вы так бить? То есть автобус, вот это вот, один за ногу, два за руки, нормально. Она вот, женщина говорит, что вы делаете? Сядьте, ну, поговорите хотя бы с ним. Вы даже не разговариваете. Пьете, что вы делаете с человеком? Зачем? Да поговорите с ним, поговорите просто. Ну и ее еще там это, не снимай, ну, даже ты снимаешь. Ну, Зачем я снимаю? А ты зачем бьешь? Зачем ты это делаешь? ну как зачем? Для того, чтобы Украина вступила в Европейский Союз. А чего? Нормально. Вот так вот втроем, четвером налетели и все. Супер просто. Но больше всех, сегодня, вчера появился, сегодня тоже обсуждается, это, конечно, ситуация в Чернігові. До першого так напередок і все. Ні, він не говорить. Ну, то есть, смотрите, они там ругаются. Что происходит? Значит, мы видим парня, лежащего на лавочке. Ну, как бы, да, он задержан, его там оформляют. Вот смотрите, сколько людей. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек. Два как бы, парня. Один уже как бы готов, лежит, так сказать. Ну, а вот эти, скажем так, дальше. И один из них как бы еще на ногах и, ну, разговаривают, короче.
Оп! Он его берет, хватает за ноги ниже колен и поднимает, укладывая на землю. Офигеть! Що ви робите, алло? Ну так хіба можна так людину бити? Вы что делаете? Бичари, ви вас напередок усіх. Вы вообще, он же просто стоял! Да ви його так ударили, що це... До першого так напередок і все. Мне так нравится этот, из них вот этот переговорчик. Девушка, ну что вы там, это там, такой весь, понимаете, душа. После, вот я как бы общался с людьми, знающими, после вот такого падения человека, который ничем не угрожает, просто ходит рядом, ломается шея, ключица, там, может даже, ну, там, высота, ну, в общем, короче, может даже проблема вообще с позвоночником начаться. Плюс еще там другие сопутствующие травмы. Это, как бы, ну, вот, все же видели вот эти, очень модные были в свое время, вот эти там бои вот эти американские. Но там как бы оно как бы постановка, там все равно там есть элемент шоу, конечно. Вот это там они поднимают, бросают. Это. На самом деле это реальные приемы, которые как бы человеку ломают хребет. Ну вот, то есть конкретно. А как он будет служить после вот этого удара как бы лицом об землю? Не, ну понятно, как-то оклыгает, где-нибудь пригодится. Но тут же возникает в другом... А чем он угрожал, что он вызвал вот такую реакцию? Идет абсолютная деградация. Вы помните, как подцепили и решили распиарить случай в Харькове, когда вот этот военком Лис возле автомата для продажи воды проверяли документы у учителя. И тот его как бы ударил в живот. Там вступился мэр, там вот это суд. В общем, ну... все показывают, потому что у него бронь, один проверяет документы, а второй вот так себя ведет. Здесь происходит примерно похожая ситуация. Ну, то есть человек ничем не угрожает этому же полицейскому, который вот таким образом его задерживает. Это беспредел. Однако вышли, как всегда, черниговский ТЦК, у них областные ТЦК этим занимаются. Выходят, говорят, ну, что сказать. Ну как? Ну, пришли, 8 человек пришли, смотрят, 2 мужичка, пьяненькие, говорят, документы показывай. А вы их видели вообще? Какие там с ними документы? Ну, сидят, видимо, во дворе, пьют. Алкаши. Сидят, пьют. И, так сказать, документы не предъявляют. Что делают они? Они выполняют план. Они берут 2 алкашей, одного на лавочке, ну там, где, видимо, спал или там прилег после употребления, второго вот это об землю. Но это же не учитель в школе, да, за него никто не вступится, общественность не возмутится. Они же вышли и сказали, это алкаши. Мы у них проверяем документы, они вот все, и до свидания. Все, общественность довольна. Ну да, жестко, ну это ж алкаши. То есть вот с таким посылом выступает официальный государственный орган. То есть вот это можно. Это не будущий гражданин европейской страны, Европейского Союза. Это алкаш. В Чернигове. Ну, так вот и объяснились. А потом те, кто, ну, как бы прошли этот путь, которые стали в ряды вооруженных сил, немножко, как бы, обалдевают, если не сказать по-другому, вообще от вот этого поведения. Тут его, судя по всему, как бы мент ударил этого бусифицируемого пьяницу. И их все больше и больше задействовано в этом всем процессе. А родину, вот как женщина кричит, вас надо бычары напередок. Их нет на передке. Даже те, которые как бы есть, те, которые не воюют, но как бы есть эти менты, и те бегут. Вот потрясающее обращение солдат из Доброполья. Это вот там ад, как это, приближается туда очень стремительно и фактически, ну, адище, там уже фронт, да, Доброполье, туда идут россияне.
А вот а бойцы там украинские вот что рассказывают. З пациками по ділам і об'їжджаємо всі точки, де стояли мусора біля Добропілля, на переїздах і так далі і тому подобне. Чуєш, у мене один вопросик, блядь, коли почали їбати жорстко Добропілля, ви де нахуй сиділись, блядь? Ви на позиції поїбали вперед? Чи ви вже, блядь, в Дніпропетровську область їбали? Так що привіт вам, блядь, від пацанов, сука, із Донбаса, блядь. Ну, вот такой привет от пацанов из Донбасса всем ментам, которые были на блокпостах, которые вот это вот все, то есть, как бы, да. А когда начали жесткие прилеты по Доброполью, как корова языком слезала. Ну, они-то как? Они-то смылись. Они-то, может, привет этот и увидят. В шуме или там в каких-то соцсетях или где-то еще. Но они надеются, что они не встретятся больше с этими пацанами из Донбасса, которые воюют и которые там между ними проезжали, эти блокпосты. А сейчас они пустые, в Доброполье. Пустые блокпосты. Менты свалили. Ну, у них, наверное, ротация. Или сильно надо. То есть, как брать этих ханурей по дворам, по подъездам, ломать им шеи, так это пожалуйста. Закон разрешает, конечно. А как там обеспечивать блокпост? Там же, понимаете, в чем дело? То есть эти блокпосты, это, конечно, это цирк в глубоком тылу. Но чем ближе к фронту, тем лучше они работают. Они нужны, они там нужнее. Нужнее не в тылу, нужнее там. Потому что там ДРГ, разведка, контрразведка, там все ходят. Ну, то есть пересекают, там, закладывают что-то еще. Там другая немножко жизнь. Вот эта закулисная жизнь войны, она немножко другая. Переодеваются в гражданское, переодеваются в форму друг друга солдаты. То есть идет такая война, там тоже и военные хитрости. Ну и понятное дело, что там тоже нужны как бы менты. И если есть мирные жители, которые там остаются, там тоже нужны порядок же какой, государство, там где есть полиция, там есть управляемость государства. А они смылись с блокпоста и все. Ну, солдаты им передали вот такой привет. Вообще, как бы, то, что сейчас говорят, людей не хватает, хоть их и гребут бешеными темпами, ну, там, кто в СЗЧ, кто бежит, кто еще что-то, кто, ну, собственно, людей не хватает. Об этом само Минобороны нам говорит на испанском языке. Hola, les habla el Ministerio de Defensa de Ucrania. Хола стоит, значит, в сомбреро. Ну, наверное, единственную нашли, кто знает слово хола и как там дальше все по-испански. Говорит, с вами, говорит, Министерство обороны Украины. Я, если честно, сначала, когда подумал, что это, ну, это может кому-то приснилось, ну, вот какой-то такой, может, розыгрыш какой-то, да, типа там кого-то, может, мы уже вступили в Евросоюз, и мы там испанцы уже, слушайте, может, мы там все уже, но нет, это реальная реклама агитации вступать испанскоязычную публику разного мужского пола в ВСУ. Y esta es la primera vez en mi vida que hablo en español. Todo Но она тут выделывается, говорит, я впервые в жизни говорю по-испански. Ну, это чат GPT, наверное, научил, или какой-нибудь там переводчик. А чё ты впервые в жизни... А кто ты вообще и чего впервые в жизни заговорила по-испански? Чтобы пригласить. esto es para invitarlos el sitio web del Centro de Reclutamiento de Extranjeros. Buscamos personas fuertes y valientes para puestos de Ищем мужественных, сильных людей на боевые и не боевые должности. combate y no combatimos en el ejército ucraniano. Somos el ejército más fuerte de Europa. Мы самая сильная армия в Европе. Приходи к нам. В смысле? Ну ты же самая сильная армия. А что это я на испанское... Зачем к вам приходить? Вы же так самая сильная. Ну сделать сильнее. На боевые и не боевые должности. Únete a nosotros. Ну и в конце, да. Министерство обороны. Супер просто. Что происходит? Супер. Ну, видимо, в том числе и для этого сегодня Зеленский подписывает законопроект, проголосованный о множественном гражданстве. Значит, ну, это выдержки из основное положение из этого закона. Уже сегодня закон. Значит, 90% за границей в странах, где разрешено множественное гражданство.
Там речь идет о России, понятное дело, страна-агрессор, там нельзя. Ну и там еще ряд стран типа Армении, там и других стран, которые, в общем, неправильно проголосовали в 2014 году по Крыму. Ну, резолюция по Крыму. Значит, украинцы тоже, как это, обоснование. Много украинцев, большое количество, значительное количество имеют гражданство других стран. Вот все, теперь это законно. Автоматически дети будущих поколений, в общем, будут получать. Значит, легализация уже существующего гражданства, официальное право иностранного гражданства. В общем, не надо отказываться от своего. Пожалуйста. То есть, если, конечно, страна-агрессор, тогда нельзя. Ну, то есть, вот так вот. Значит, как другим гражданам получить гражданство? Этническое происхождение, там сокращенная процедура. Иностранцы там по новой процедуре могут получить. Значит, можно получить, не отказываясь от своего гражданства. Значит, если прошел военную службу в рядах вооруженных силах Украины, ну, ты получаешь вообще упрощенную процедуру. Поэтому вот эта хола, это прям находка. Хочешь, колумбиец или испанец, или кто там с других испанскоязычных стран, приезжай, послужишь и простенько паспорт получишь. Ну и тут еще один пункт. Если лицо преследуют в стране по политическим мотивам. Ну, наверное, на белорусов рассчитано, наверное, там на россиян по политическим мотивам. Будут выдавать, ну, паспорта. Или как разрешать иметь украинский паспорт иностранцу. Но тут же это все красиво подано. Но там же четко есть, если человек своей деятельностью противоречит интересам Украины, то паспорт можно забрать. Поэтому, как это? Одним дали, да, у других забрали. Нормальная практика. Закон подписан, вступил в силу, сейчас опубликуют там, и до свидания, все. Новая реальность для всех украинцев. Так и живем. А кто же это все как бы голосует? Да все те же, кто и трибунал сегодня ратифицировал, поддержал. И вот это гражданство. И вышел, сегодня подписал Зеленский о том, что выходим из этих противопехотных мин. Ну вот кто. Вот кто. Вот сегодняшний кадр со стен Верховной Рады. Кто говорит, что не всех в курсе этот кадр? Ну там вроде как защищают Шабунина. Ну типа там Железняк вот за трибуной, да? Вот это вот все. Трибуна Верховной Рады. Но на этой фотографии отличился конкретно один персонаж. Это господин Юрчишин. Мы его вспоминали. Он пришел в сандалях на заседание парламента. На босу ногу. Сандали на босу ногу. Глава комитета по свободе слова, который Телеграм хочет запретить, вот это все высказывается, который сбор объявил Пятому каналу, реквизиты оставлю, а то прилетела российская ракета по каналу Порошенко. Это вот он. То есть сандали. Юрчишин депутат, глава комитета по свободе слова. Свобода слова начинается с свободы пальцев ног. Нет, понятное дело, там жара, там, понятно, июль, разгар лета, ну как это? Вот это депутаты. Вот это вот наши депутаты. Вот так вот они, так сказать, и правят, такие законы принимают. Поэтому, когда там рассуждает Анна Скороход, а вот там не дотягивает, да плевать. Вот до чего дотягивает Юрчишин? А он депутат. То есть идет война, идет на самом деле там битва, там каждый день на грани жизни и смерти. А у нас в сандалиях депутаты ходят. Причем задаются же вопросом, и в последнее время дискуссия, там правки в избирательный кодекс, там Тимошенчиха повносила, еще какие-то там моменты. А может как-то выборы, а может действительно нам чего-то где-то. Не. Есть такой Микиша, депутат, і він все розказав. Говорить, виборів не буде. По-перше, так, наш комітет обіймається також питаннями виборів. Перша теза. Друга теза. Значит, как он говорит? Значит, тезис. Смотрите,
Ой, это не тезис. Это такая хрень собачья, это не тезис. Наш комитет занимается разработкой выборов. Ну понятно, да, хорошо, да, но это не тезис. Но это тезис. То есть как гвозди вбивает тезиса. Ну давай, поведай. Вибори в нас будуть. Питання тільки коли. Ми демократична країна. І це треба не забувати, не дивлячись на те, що відбувається в країні, іноді сигнали трошечки інші. Але Я, если честно, а это когда какая-то сценка из 95-го квартала, наверное? Ну, судя по всему, да, потому что, слушайте, выборы будут. Мы демократическая страна. Класс, слушайте, мне нравятся такие нардепы. тим не менш, знову, третя теза. Щоб оце не виходила та історія, про яку я сказав, або шкурняки, або якесь відверте неподобство і все інше. Законопроекти мають бути реєстровані заздалегідь, проговорені абсолютно з усіма, прийти до консенсусу і до певної єдиної позиції, і після цього бути проголосований. А діяти він почне вже тоді, коли настане ця відповідна історія. Проще говоря, значит, как вы будете выбирать следующих, решим мы сейчас. Чтобы переизбраться. Ну, все просто. Поэтому сейчас мы начинаем эту работу, а потом, чтобы когда жареный петух не клюнул, уже потом, чтобы было проще. Депутаты, слушайте, работают. Що це означає? І я постійно про це кажу, що будь-який законопроект про вибори, ми маємо говорити про нього зараз. Зараз. Сейчас. Слушайте, выбирают вот эти артисты в депутатах. Зараз говорити. Бо коли прийде момент виборів, в останній момент будуть сунути саме то, що буде на руку тому ж Офісу Президента чи ще комусь. Те, що буде їм і в скорому режимі на швидку руку. Буде прийнято знову неподобство, і потім знову будуть кричати. Чому так прийняли? Чому правильно я зараз розумію, що загальний консенсус в парламенті серед депутатів – це не проводити виборів до завершення воєнного стану. А воно і не буде. Більш того, ситуація знову ж. Щодо... А кто продлевает военное положение? Ой, опять эти депутаты. Конечно, всеобщий консенсус. Цього законопроекту ліплять. Хоча це не перша редакція і різні законопроекти. Це бачення певних народних депутатів, як воно має відбуватися. Це його безпосередня робота, він це має робити. Він вважає, що заздалегідь треба проговорити про вибори в такому контексті. Але до нього ліплять, що все, ви точно будете про вибори проводити в цьому році, ось там цей. Вибачте, так ми будемо голосувати воєнний стан продовження ще на 3 місяці. Які вибори? Ну ви про що? Ну навіть логічно лягає. Тобто, що це говорить? Це звичайні маніпуляції. Обычная манипуляция. Вот так вот. Слушайте, ну прям молодец. Прям рассказал, что это все. Все, никаких выборов. И все поверили, что никаких выборов. А что там? Шмыгаль, министр обороны, Свириденко, премьер, Зеленский, вечный президент. Военное положение мы проголосуем обязательно. Война что нынче? Конечно. Но только проблема в том, что президента-то можно выбирать. Но это никого не волнует. Не будет выборов. Все. Но мы заранее все обсудим. Чтоб когда они будут, мы переизбрались. А что, мы зря вот на 16 раз 17 военное положение голосовали? Конечно, не зря. Вообще, депутаты это, конечно, интересная штука. Вот прям очень интересная. Вообще, депутаты это конечно... Ух! А вы думаете, почему он такой уверенный в себе? Наверное, пользуется услугами людей, которые придают уверенности в себе. Разошлось просто, разлетелось. Ну, как бы, тут тоже там, не сказать, что слежу, но, ну, как бы нормально отношусь. Да. Есть такая ведьма, победительница битвы экстрасенсов Мария Тихая. Она специализируется, там, она все практики разные проводит. Она говорит, я настоящая ведьма, все остальные не настоящие. Гадает на картах Таро, и причем, кстати, сбывается по прилетам у нее, там, по городам. Ну, там такие моменты, у нее сессии, там, предсказания, прогнозы и так далее. А тут ее позвали как бы на светское интервью. Ну и, конечно же, там, что интересно, да, про политику что-то узнать. Мол, ты ведьма, а что ж там вообще с политики? И вот такие там несколько фрагментов завирусились достаточно серьезно ее ответов. Ну, опять-таки, смотрите, то есть это должно быть. Когда мне говорят, Шелест, фу, ты что там, ведьмы, тарологи, ты им веришь? Смотрите, это должно быть. Это правильно, что это есть. И причем самое интересное, там,
Пишут там, фу, там это все, это украинцы, там это, нам россияне пишут. Это какой там у вас сезон по ТНТ «Битвы экстрасенсов»? Сколько их там сезонов вообще? Ну и в Украине снимали тоже. Короче, это, смотрите, это очень нужная штука, но это вот именно такое мирное время, это вот действительно у нас светские интервью, вот эти все тарологи, вот это все, вот эта вся история, там, экстрасенсы, это все я воспринимаю как элементы вот такой, ну, как нормальной жизни. Это было там задолго вообще, там, до украинцев, это было вообще в самые давние времена, это продолжится, и это вот именно такое, это то, что на что ты отвлекаешь, там, условно, мозг, да, или там веришь, не веришь, скептически, не скептически, но оно сопровождает. Поэтому там вы можете верить, можете не верить. Но, значит, ну, в общем, верить, не верить, но что-то это Маша Тихая, она умеет. Она вот, у нее как бы, что-то она умеет. Но ее же начинают спрашивать, а как там депутаты вообще, чего, как? Приходят депутаты, а что там вообще за рынок, вот это, на политическую вот эту штуку, допустим, да, там, защитку поставить, еще. Она говорит, слушайте, ну, депутаты, конечно, они очень, у них глаза горят, они там, если на кого-то, на смерть кого-то заговорить, там, порчу навести какую-то, они там готовы, там, и платить, они там, ну, это ж как, это ж не надо никого убивать, это оно само, типа, да, вот ты там порчу, какое-то проклятие навел, и типа, вот само. А что ж по рынку? Захищала ти когось з нашого політикуму? Ну, немного там всяких есть, конечно. Ну, поскольку я сейчас считаюсь, типа, лучшей в Украине. Среди медийных, я имею в виду, практиков, да, сейчас не говорю про всех. У меня уважение огромное есть ко всем практикам Украины, потому что у нас есть много серых кардиналов, которые действительно толковые. Я про медийные говорю практиков, то есть я, ну, типа, как вроде на рынке считаюсь лучшей сейчас, и понятное дело, что политики ж бегут тому, у кого дороже всегда. Середній чек, який з депутатів ти береш? Смотря какой запрос. Защита стартует от 20 тысяч долларов. Это Значит, защиту поставить 20 тысяч долларов. Значит, есть серые практики, ну, такие, известные в узких кругах, да, к ним ценник, они к ним идут. А вот эти медийные популярные, за счет того, что они медийные популярные практики, ведьмы и ведьмаки, у них цена просто дороже, поэтому и нужны вот эти все битвы экстрасенсов, да, ну, там есть, конечно, шарлатаны, есть, которые что-то умеют. Ну, вот Маша умеет и говорит, 20-ка. Этот Вася, ну, правда, Вася зовут, этот интервьюер, обалдел, говорит, как 20-ка долларов? В смысле 20-ка долларов, чтобы поставить защиту, ну, эту энергетическую? защита стартует, в зависимости от того, насколько ставить, А как я правильно думав, ти ставить. скажеш там 70-80 тисяч гривень. За что? За защиту? А с хера ли защищать сила его должна? Он кто такой? Ні, ну я думав, що в тебе такі чеки, там, типа, 80. Это потрясающий ответ. А с хера ли должна защищать сила? Кто ты такой? 20 зелень. 20-очка. За 80 тысяч гривен, за 2000 долларов, не-не-не. 20-очка долларов. Ну, тогда сила на тебя так посмотрит, скажет, ну да. А так вот, знаете, ты кто такой? Давай, до свидания. О, 150 тисяч гривень, ні? Смотри, у меня консультация стоит 12 тысяч сейчас, да, консультация срочная стоит 30-ку. Это срочная консультация прям сегодня-завтра. Я стараюсь так, потому что у меня тупо все расписано, у меня нет времени просто элементарно, я стараюсь прям... Я вообще после пластики, блин, я даже не отдохнула. Я начала опять пахать как конь. У меня уже нервная система говорит, Маша, алё, ну ты нормальная, ну типа, ну алё. А смотри, если мы говорим про обряды, я сейчас за обряды не беру дешевле, нежели 2 долларов. Для политиков это 20 плюс и выше. Друзі, перестаньте сварити наших політиків за те, що вони крадуть у нас гроші. Їм треба купувати годинники для Альони Омович. Треба в Марії Тихої купувати обряди за 20 тисяч доларів. Їм більше треба, ніж нам. Конечно, больше, чем нам. Значит, так-то она берет 2000 долларов, а с политиков 20-ку. В принципе, как бы, многие спросят, а что такое? Ну, почему с политиков 20-ку? Может, как-то вот, ну, надо же каким-то образом уважать. Война нынче, они ж видите, какие нужные, их даже в армию не берут. Они вот законы принимают тяжелые, в сандаликах уже последних ходят. Наверное, о, слушайте, так точно, это, наверное, к Маше Тихой обратился Юрчишин, что даже последние носки, последние щеблеты продал, лишь бы защиту поставить. Или там срочный прогноз какой-то для себя узнать. Наверное, поэтому. А мы о них многое не знаем. Ну, то, что второе, конечно, это вообще нонсенс. Оказывается, можно еще другие, ну, скажем так, помимо услуг, строить отношения с депутатами, причем уважаемыми.
Ти коли-небудь спала з депутатами? Да, каюсь. Каюсь. Я Ты когда-нибудь спала с депутатами? Да, говорит ведьма и практик Маша Тика. Говорит, каюсь. после этого чувствовала себя как мусорное ведро, как сливной бачок, честно. Не знаю, вот максимально для меня все грязные они. Вот не могу. Верховної Ради чи Київради? Не Київради, да? Да. Верховный. З найбільшої партії, яка там представлена. Вася, какой ужас! Достаточно таких вот серьезных, да, партий. С больших. Там немає несерйозних. А что она в множественном числе говорит? Это то есть было несколько? Вообще, конечно, это тоже интересный момент. Зачем этот эпизод? Дело не в... Ну, спала и спала. Дело не в этом. Вы понимаете, как строится дискуссия? То есть, тот факт, что ты спал с кем-то из народных депутатов, является, ну, как бы страницей твоей биографии, получается. То есть, вот эти там козявочники без этих самых, да, вот эти всякие там, вот эти припудренные, там, всякие вот эти там, не знаю, там, безуглые там вот эти все. Нет, там же, конечно, есть серьезные. Вот с серьезными там, да, их там несколько. Говорит, я как мусорное ведро потом. Так а что, ты ж вроде ведьма, ты ж вроде практик. Нахрена они тебе нужны? Или тоже там получается, силу надо передавать, защиту ставить таким образом. Раз потом опустошена и как мусорное ведро. Ну это отдельно, это как бы ее личное дело. Спала и спала, призналась хорошо. Страна пообсуждает, достаточно популярная она сама по себе. Меня интересует другой момент. Постановка вопроса. То есть идет война. Этот парламент себя дискредитировал напрочь. Все прекрасно поняли, что это за сброд. Сброд. Они там сами, там треть парламента хочет свалить оттуда. Но их держат, потому что война нельзя. Они там, сам Арахамия говорит, у меня эти, написаны эти заявления. Они поняли, что они не туда. Их набирали по объявлению. Они, ну, эти слуги народа, например. Привилегий там особо нет. Ну, только когда что надо проголосовать, им там дают какие-то деньги, конверты, там особо сильно уже пастбищ таких, как было там в прошлых созывах, позапрошлых, там, довоенных вот этих там, при Януковиче, при том же Ющенко, когда там приносят законопроект, каждому расчехлили по $1 миллион, и все вот они так и типа и жили, и можно даже никакие схемы не мутить. Это вообще сброд, а нам преподносят, там, спал ты или не спал с народным депутатом, типа спала или не спала, и это как это вот как часть какой-то биографии. Понимаю, но довольно-таки весомые персонажи в нашей политике на сегодняшний день. Що вони тобі розповідають? Як там влаштований світ небожителей? Я так и слушаю эту херню, это дичь какая-то для меня. Я не понимаю, как человек, который находится при власти, который вот в такое время трудное как-то должен командовать там страной, руководить, да? Ну, я сейчас просто про всех конкретно говорю. Можешь позволить себе подобные вещи, как они делают. Не приходить, не голосовать, даже кнопки нажать не могут. Ты видел? Сидят, пикают, они такие. Один на сука лупается, второй там что, дрожит за стенкой. Такие, ну, что это? Это нормально считается? Ну, вони вже там, можна вже не напрягатися. Слушай, я не знаю, Вась. Мне кажется, что до тех пор, пока будут при власти вот такие вот партии, которые у нас в Верховной Раде сидят, то ничего хорошего в этой стране не будет, честно. Зачисточку пора уже делать, и я рада, что господин Зеленский занимается этим сейчас. Реально пошла какая-то зачисточка, это хорошо. Зачисточка пошла. Но от депутатов нет. Зачисточка. Ну, она как бы за Зеленского, она там за Украину, то есть, ну, понятное дело. Она вот радуется, что Зеленский делает зачисточку, понимаете? Ну, если вот это считать зачисточкой, то это такая чушь. Значит, сегодня сообщили, что, в общем, Шабунин пришел, так сказать, ответить по суду. Вот этот Шабунин, беленький. Предстал он сегодня перед судом. Его до заседания суда и на само заседание суда есть такой журналист, он военнослужащий, Владимир Бойко. Он тоже пришел на суд. Это такая давняя история. В общем, смысл в чем? Вот эти блатные, мало того, что числились, не служили, так они еще зарплаты получали, на тачках гуманитарных ездили, служили по ресторанам в Киеве, а не где-то еще. Ну вот Бойко, в принципе, пришел на суд, потому что это он заявитель по делу вот этого антикоррупционера, Соросенка Шабунина. У нас в бригаді 1,5 роки, сука, машину брали.
Это они с ним пересеклись. Бухають в Києві, отримують сотку, бойові виплачені. І вони на карточку мішку перекидають гроші. А ти кажеш, що не знаєш? Що не знаєш? Ну, біля 25. Там ще був Шерімбей і ще 20 чимось. Їх, каже, порозпихали по ротах. І на карман Ляшку Віктора Васильовича, полковника командира батальйону. А мене, виявляється, на позиціях останній раз був під Бахмутом 13-14 березня. І вже потім, а ти що не знаєш, що це мав міняти? Позиція кльон, хто міняти? Я кажу, ні. От відділення, от тут, каже, Шерімбей рахувався. Каже, командир відділення, каже, я його ніколи в житті не бачив. Кожен місяць я змушений підписувати рапорт на виплату мені 30-ки за виконання бойових завдань. 30 тисяч на місяць. Це його командир відділення, каже. А я Олексій Рунян, Суспільне, а ви? Мене звати Бойко Володимир Маркович, старший сержант Збройних сил України в відставці. Я 2 місяці тому був звільнений з військової служби у зв'язку з досягненням хронічного віку. Я служив в 206-му окремому батальйоні 241-ї бригади з перших днів війни. А тут що робите? Я заявник кримінального провадження, і я вирішив прийти, послухати, яке рішення прийме суд. За моєю заявою у 23-му році було зареєстровано кримінальне провадження. А що саме вас підштовхнуло цієї? Те, що ця тварь вкрала у нас в бригаді 950 тисяч гривень. Це ці гроші, котрі тільки Шабунін отримав як бойовий і як грошове забезпечення. При тому, що він жодного дня не був в своєму підрозділі. Ну, то есть, почти 1 миллион гривен он получил, ни дня вообще не выполняя военные службы. Нормально. Вот такая вот история. Это называется, типа, как бы зачисточка. Наверное, зачисточка. Ну, понимаете, в чем дело? Зачисточка зачисточкой, но давайте будем откровенны. Нам еще предстоит очень большая и трудная работа, на самом деле, по поводу этой всей зачисточки. Такой достаточно. Солдаты, они тоже разные бывают. Вот прям очень разные бывают. И, ну, есть такие, которых вообще понять сложно. Но, тем не менее, приходится, потому что никуда не денешься. Сегодня, ну, как бы, опять набирает обороты скандал. Вот вы помните, есть там блогерша Алхим, есть блогерша Мандзюк. Они там ссорились, потом мирились в эфире, потом еще что-то. Украинская инфлюенсерка Инстадива. И она выдала лютейшую дичь. Говорит, что мои дети могут и побить другого ребенка, которая говорит на языке террористов. Типа, в чем проблема? Ну и там целая у нее ворох других таких разного рода публикаций. Ее там многие осудили, что значит русский язык, что значит еще, вот это дети, это же зачем, там кто-то натравливать с детского возраста. Ну так это же и есть реакция на вот, в том числе и запрос определенных военных. Вот смотрите, какое замечательное обращение. Один из военных записывает. Ми не за це воюємо, за те, щоб ви відпочивали в Одесі, на курортиках, відкривали літні сезони і тому подібне. Не за це ми воюємо. Ні, хай вам, несуть в уші люди. Ви не розумієте, що таке війна. Значит, они воюют, ну, там обращение пишет, что мы не воюем за то, чтобы вы в Одессе там песенки русскоязычные пели, курортики у вас были, рестораны, мы не за это воюем. Ви не розумієте, коли ти втрачаєш побратимів кожен день. А ви, в Одесі, в Осакорі, відпочиваєте кожен этот. Ніхуя, ми не за це воюємо. Не знаю, хто вам там скаже, з військових. Ми от, щоб ви відпочивали, якраз от за це і воюємо. Це їдеш. Ми воюємо за нашу країну, щоб вижити. Зараз військові воюють для того, щоб вижити. Насправді вижити. Тому що більше 3 років, такої повномасштабки, такого піздеза, не кожен потягне. То есть они воюют, чтобы выжить, а не чтобы там кто-то в тылу жил. Ну и дальше, собственно, смысл того, что он говорит. Чё это он вдруг? Ми дуже втомилися. Поки ви скачете в Одесі під російські пісні. І ви ще, думаєте, переходити вам на російську мову чи на українську, Нема слів просто, нема слів. Нет у него слов. Ну, то есть позиция, вот вам позиция, другая позиция с фронта. То есть одни говорят, что, ну, простите,
То есть мы там и гибнем за... Мы солдаты, мы гибнем за то, чтобы там, да, вот страна жила. Те говорят, что не жила, а выживала. То есть, понимаете, какой разный как бы запрос и посыл идет от фронта? То есть, нет, я, конечно, понимаю, что там донаты упали, поддержка там упала. Он сейчас, не, ну снимают же вот эти там приглашения испанских, допустим. Испанцы, наверное, а испанцы за что будут воевать? Ну, то есть испанец, вот которого зовут на боевые и небоевые специальности ВСУ, а он за что будет воевать? За то, чтобы Украина выживала? Или за то, чтобы жила? Ну, то есть такой парадокс своеобразный. А сколько мы еще нахлебаемся от таких военных? Лютейшее видео прислали мне подписчики в закрытом клубе «Шелест», а потом оно, ну, позже потом нашли, разошлось оно там дальше по телеграм-каналу. Киевское метро. Стоять именно секунды, оно тебе поможет. А что ты там говорила? Тетя Моня, что ты там говорила? Что ты там говорила? Значит, что происходит? Сидит женщина, рядом с ней ребенок. Ну и тут какое-то такое быдловато-хамоватое, то есть, ну, скажем так, решил, так сказать, ну, проявить себя. Ну и понятно, там зацепились, сделали замечание молодому человеку, что это он себя так ведет. Ну и, в общем, он обрушился на эту женщину. Обрушился благим матом, и не только благим. Но тут же посыл какой. Ты с кем разговариваешь вообще? Дети, типа, слышат ваше поведение, мол, остепенитесь, одерните себя. Благодаря мне эти дети тут и живут. И тут как бы все. Ну, бывает, сорвался там, ну, там, вояка, видимо, какой-то. Ну, в кепке, в очках, в метро, конечно, да. Ну, ладно. Может, скрывается от кого-то, может, фильмов пересмотрел. Разное бывает. Ну, ладно. Ну, то есть, ну, вроде, ну, бывает, у всех бывает, там, да, вот там, кто-то на ногу наступил, с кем-то там поругался в общественном транспорте, гаркнули там друг на друга, как-то там, да, там, оскорбили, все вроде, разошлись. Но не унимается. Посмотри на нее, ты хоть вес потеряй ради приличия. Все улыбается, все хорошо, все весело. Губки понадували, пораскрашивали, оделись все красиво. И тут начинается внутренний диалог с собой. Вот это как у вас тут на гражданке. Смотрите, как все хорошо, губки понабдували, одеваетесь красиво, тут у вас все прекрасно, слушайте. Ничего себе у вас там. А кто родину защищать будет, чтобы ты, гадина, вот так вот красиво себя чувствовал? А? Я один? Товарищи мои? Побратимы мои? Інші військовослужбовці. Гадина, вообще, не садись. Ну и тут, короче, эпизод, который характеризует все. Да? Смысл посыла того, а кто же родину будет защищать? Я буду за тебя, за такую воевать нехорошую. Я буду один, побратимы будут гибнуть. Вот это вот его передернуло. Тут мужик говорит, надо сесть, ну, остановка, станция метро. Тут проходит, говорит, он говорит, не садись вообще, иди отсюда, не хочу, я потеряйся, ты что, не нравишься мне. Все, теряйся тебе. Не нравится. Дальше ты будешь в другом месте просить, пошел. А ну, ты же хотела подискутировать. Алло, не трогай, ну не трогай, вот, смотрите. А то шо? А то шо будет? Он говорит, не трогай меня, а то шо, а то шо. Ну, то есть, ну, видно, что как бы перемкнуло у паренька. Что будет, Игорь? Что будет? Ну, разлупись. Что ты там хотела сказать? А где твой муж, слышишь ты? И начинается самое интересное. А где твой муж? А рядом ребенок сидит. А где твой папа? Где муж? А?
Ну и финал, конечно, стандартная мемная фраза «Боже, яке кончено». Но вывод из этой ситуации, конечно, самые тяжелые выводы. И с этим мы еще столкнемся, с вот такими служивыми. И вот их никто, непонятно кто он. А может он в СЗЧ, а кто его знает? Ну, правда, никто же не может проверить у нее документы, ничего. То есть там, да, все ТЦКшники, ВСПшники, вот эти все, они заняты другими людьми. Они заняты ханурями в Чернигове, которых надо ловить и запхнуть в бусик, чтобы тот как бы потом, если выживет, тоже смог себя вот так вести. Но я хочу все-таки найти хоть толику позитивного момента. Нашелся мужик, который вышел и как бы выступил против этого служивого, который высказал, ну, что ему ответ? Ты служишь, ты не служишь. То есть мы этого еще насмотримся. Насмотримся с головой, потому что мозги промыты, отбито все, и это еще один повод не для того, чтобы это усугублять, а для того, чтобы это заканчивать, потому что вот эти товарищи будут в политике, в бизнесе, в силовых структурах, везде. И вот так себя вести. Условно, кто-то кому-то на ногу в общественном транспорте наступит и начнется. А где твой муж, а где твой папа? И начнется. И ты уже эту травму, как бы ты так просто, ты ее просто так не залишишь уже сладкими речами Зеленского и других прихлебателей. А потом спрашивают, а что то, вот, допустим, как вернуть украинцев? Как вернуть украинцев? Вот вам депутат говорит, українці не вернуться 60%. Якщо взяти там останніх 3 роки, війна йде 3,5 роки, останніх 3 роки, питаннями людей, які виїхали за кордон, взагалі ніхто не займався. От. Але це дуже важлива місія якраз зберегти ідентичність, створити ці умови, щоб люди могли, окей, не під час війни, а після війни, більшість їх могла б повернутися. Да. Але то, що ми зараз... В каких условиях он говорит? Смотрите, тут речь идет не о многих факторах на самом деле. Да? Вот люди, которые там уехали, они вернутся. Вот они вернутся вот это вот слушать в метро? Нет. Или каких-то, ладно, там вот это, там поругались, разошлись, там потолкались, высказались, как бы все нормально. Или они будут там гранаты терпеть, или там дроноводы, что умеют дроны водить. И вот они будут это видеть, как там будут разборки, там, побратимы с побратимами или там с гражданскими, кто служил, кто не служил, дроны будут запускать в окна. Ну, маленькие, конечно, не вот эти там ударные, большие. Или там, не знаю, пистолеты какие-то незарегистрированные. Сюда возвращаться? Бачимо, то вже більш ніж 60%, на жаль, скоріше за всього не повернуться. От, тому ми, і якраз цей час був, на жаль, теж втрачений. От, тому ми знову йдемо по шляху вирішення проблематики, а не попередження цієї проблематики. От, і створюємо ті умови, і плануємо створити ті умови, щоб, по-перше, зберегти ідентичність наших українців, далі якраз створити всі умови, щоб вони отримували дехто там і виплати, і якусь соціальну допомогу. От, ну і надалі також мати зв'язок з ними для того, щоб мати і право запросити їх додому. Більше від... Приглашаем тебя домой. Мы будем должны там тебе за границей там беспокоиться. То есть очень тяжелая на самом деле ситуация ждет всех нас впереди. Очень тяжелая. То есть мы прекрасно понимаем, что как бы ни было легко или тяжело, но это нужно останавливать, это нужно конкретно заниматься, надо перенаправлять все усилия всей страны на преодоление этой проблемы, гасить пожары в обществе, гасить там, где-то задабривать, а где-то бить по рукам, где-то воспитывать силой, где-то воздавать по заслугам, военным и гражданским, тыловым и тем, кто на передовой. Ведь линий разлома этих трещин окажется еще очень много. Этот Горбенко, этот депутат, он комментировал вот эти все штуки, там центры, которые создает Чернышов,
по разным странам. Ну, вот тут тоже у кого как карта ляжет, конечно. Ну, конечно, да. У кого как ляжет карта. Многие видели очень популярная вирусится в сети там вот это вот видео, да. Значит, очень пожилой человек, да, то есть богатейший человек, зовут его Петр Кеннинг, он с какой-то спутницей. Это видео облетело, набрало там миллионы просмотров, она улыбается, не хочет, чтобы ее снимали, он почапал себе потихонечку в свой поршик, а та, прикрывая лицо, чтобы ее не заметили, садится рядом, обмениваются там с официантами, ну, этими парковщиками, там рядышком просто люди тоже стоят, это как бы отели, они вот присели, парковщик закрывает двери, красивая жизнь, замечательно, богатые люди, все супер. Это видео смотрят многие, и, в принципе, некоторым оно попадается там в ТикТоках, они так, ну, радуются этому, что вот смотрите, как бы несопоставимо. Такой вот старый-старый хрыч, а вот это вот молодая-молодая. Нашли эту молодую, понимаете? И вот поразили просто всех, что это, ну, скажем так, эта барышня, она оказалась украинкой. Ну, то есть все на самом деле обалдели. То есть это как бы фамилия у нее Шевченко, у этой барышни. Она победительница там, конкурсов красоты, она такая достаточно известная, уехала и нормально себе как бы пристроилась в жизни, значит, есть там вот эти вот такие фото, есть другие фото, этой девушке 27 лет, она модель, Вика Шевченко, Питер Кеннинг, ему 72 года, 27-72, очень красиво все. Он австрийский металлургический магнат. Сама девушка родом из Верхнеднепровска, Днепропетровской области. Она была в Крыму, ну, долго жила. Там была вице-мисс в 17 году. Кстати, уже после аннексии, поэтому это, наверное, какая-то сепаратистка еще, как вы понимаете. Ну, работает моделью, мотается по Подмосковью. Ее мама Инна Рязанова, мастер маникюра и ресниц. У самой есть младший брат. Все. Она уже никуда не вернется. К Горбенко. Выплаты там, это все. Все у них хорошо. Все нашли друг друга. Поэтому украинки не потеряются. Украинцы тоже не потеряются. Но как-то же сшивать эту травму войны надо будет. Возвращать же надо будет. Хотя, если честно, у меня такое ощущение, что никто не хочет ничего сшивать и возвращать. Всем плевать. Наоборот, хотят сюда как можно больше и других пригласить, других втянуть, чтобы другие народы, другие страны здесь воевали. Чтобы всех было как можно больше, чтобы все флаги в гости к нам. Поразительный сегодня, ну, скажем так, эпизод. Вообще день Бастилии был, получается, вчера, день взятия Бастилии. И на параде разлетелась мировыми СМИ вот это вот как бы сабля, которая там во время парада поранил себя французский военный. На самом деле это очень дурной знак. Я помню, потом вспоминал, уже об этом все забыли. Ну, это мы так с кем-то я разговаривал. А вы помните Новый год? Да? Перед 22-м годом, как елки падали по разным областным центрам, в Херсоне в частности, в других областных центрах. Такой елкопад был. Ветер там что-то раз, или там плохо установили, елки падали, флаг рвался и так далее, и так далее. А вот у французов уже первые ласточки вот подобных примет.
Ну и давайте закончим наш сегодняшний шум. Сейчас подведем итоги, там, как будет после войны, хорошо или плохо. Закончим, конечно, вот этим анонсом. Это событие дня. Сегодня на стадионе Уэмбли в Лондоне чемпион мира боксер Усик со своим визави Дюбуа провели битву взглядов. Значит, это просто ускорка. Кричат они не Путин, не Путин, они кричат Усик, Усик, да. Ну, такая первая встреча взглядами. Сам бой будет 19 числа. В общем, перевернутый флаг, вот эти все символ, да, вот это вот 3 пальца, это как у свободы, прям вот это все. Ну, в общем, Усик встречается на Уэмбли, у него, а потом еще будет следующий бой, там опять Фьюри хочет с ним. Все нормально, жизнь идет. Жизнь идет, жизнь летит, жизнь, как говорится, торопится. Люди только гибнут. А потом те, кто выжили, друг друга как бы обвиняют. А так все хорошо. Вот такой шум, друзья, у нас. Давайте подведем итоги опроса. После войны в Украине будет. 8% считают, что лучше. 17% я не в Украине, пусть как хотят. 26% будет хуже. И 49% будет уже не Украина. Ну, это однозначно можно согласиться, что то, что будет, это уже, ну, скажем так, не Украина, безусловно. Безусловно и конечно. К вашим вопросам давайте пробежимся. Опять как бы выходим мы, да, вот, так говорится, на 2 часа. Снова такая пресловутая история. Там мне пишут: Шелест, кто там тебе пишет? Давай шуметь больше, давай шуметь ярче. Давай шуметь, 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 и будем продолжать, как говорится, не останавливаться. Мне очень приятно это внимание. Пожалуйста, поставьте лайк, это очень важно. Очень благодарен вам за ваши лайки. Это очень нужная история. Значит, из таких прекрасных сегодняшних сообщений, я считаю, очень нужных, да, для того, чтобы завершить информационную картину сегодняшнего дня, это, конечно же, вот из того, что новенькое. Значит, удивительное рядом. Значит, летит, около часа назад пролетал над Карпатами самолет НАТО, сообщает Flyradar 24. То есть мы видим уже там, да, Руслан пролетел. Сейчас вот самолет НАТО какой-то пролетает над Карпатами. То ли сбился с курса, то ли чего везет нужного. Ну, я так понимаю, что из Польши туда, на Румынию идет. Ну и, конечно, вот Кит Келлог. Все так переживают. А чем будет заниматься Кит Келлог? Ну, что такое? Кит Келлог встретился с главным раввином Украины, Моше Османом. И что подарил Моше Осман Киту Келлогу? Портрет Трампа. Ой, Моше, что ж ты как Путин, ей-богу. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Ну, начнем, пожалуй, с рубрики «Колобок, куда ты катишься», да, непосредственно. Это, я считаю, очень, очень нужная и важная и полезная рубрика. И всем большое спасибо за то, что делитесь своими историями и своими мыслями и своими ситуациями. Значит, давайте вот такую историю по поводу как бы колобка, который куда-то катится. Это от Оксаны. Ага, значит, Оксаны вопрос. С приходом мира в Украине есть ли еще надежда на восстановление адекватной гуманитарной, научной, экономической деятельности и политики? Спасибо за вашу работу. Спасибо большое, Оксана, за это письмо. Восстановление есть, но вопрос только под чьим шефством. И гуманитарная, и научная, и экономическая сфера. Под чьим шефством? Под шефством западным или под шефством незападным, да? То есть, кто здесь будет править бал?
Американцы вряд ли будут тут делиться наукой, у них другие цели. А в истории Украины как бы главное, ну вот, научная, экономическая и другая как бы история развития, да, гуманитарная в том числе, всегда была связи с Россией, которая порвала эта война. Ну, посмотрим, как будет дальше. Так, значит, вопросы. Шелест, ты часто говорил, что конфликт в Украине закончится в 25-м. До сих пор ли ты так думаешь? И скажи, когда он... Или скажи, как он закончится. Я думаю, что в 25-м закончится. Ну, вот я остаюсь при своем. Я считаю, что в 25-м закончится. Как? Тут уже есть нюансы, но мне кажется, до конца 25-го года закончится. Эти 50 дней, они, конечно, могут быть еще плюс 50 дней, но до конца года, я думаю, уложатся, и вот мне так кажется, что 100%. Значит, анонимно просит пользовательница в рубрике «Колобок. Куда мы катимся?». Значит, здравствуйте, Александр, очень люблю ваш шум и уважаю вас как журналиста. Итак, история. Мне 32 года. Я закончила школу 16 лет назад. Сдавала ЗНО, тест, который ввели в школах 8-9 годов. У меня есть высшее образование, но решила сменить профессию. Всегда была тяга к медицине. Первый год войны я поступаю в медколледж в Киеве, сдаю экзамены в самом колледже, благо можно было дистанционно. О самом обучении писать не буду, хотя вопросов масса. Заканчиваю с красным дипломом. Хочу поступать дальше в Богомольца. Звоню, объясняю ситуацию. Раньше можно было с красным дипломом без экзаменов, сразу на второй курс, на платное. Мне говорят, у вас есть НМТ. Я вообще не поняла, что это такое. Оказывается, это тест школьный, который нужно сдавать, чтобы поступить в университет. Мое среднее медицинское уже, получается, не котируется без этого школьного теста. Тест действителен 3 года с момента сдачи. Чтобы записаться на тест, нужно потерять год, так как одна сдача в мае и все. Если еще в прошлом году можно было поступить так, как я писала выше, то сейчас в 25-м только с НМТ. Вот такой дебилизм. Мне вот очень интересно, когда уезжают все молодые за границу учиться, кто же будет в Украине учить, лечить, когда все пожилые преподаватели и врачи уйдут в мир иной. Вот такое у нас замечательное образование. Спасибо вам большое за это письмо. Дебилизма много в этом образовании, я с вами согласен на все 100%. Однако, почему-то рассчитывают, что какие-то жители третьих стран, стран третьего мира, имеется в виду, вообще, у которых плохо-плохо, после окончания войны, а тут же зальют деньгами на восстановление, их поназавозят, они понапоступают в наши высшие учебные заведения и будут учить, лечить, сами выучат язык, выучатся, и вот будет такое что-то типа наподобие, ну это так, я имею в виду социальный срез, как вот после Олимпиады 80, все флаги гости будут к нам, и, короче, будут всех там обучать, а потом они будут оставаться, заводить семьи и так далее, и так далее. А у меня, когда вот я вот об этих идеях слышу, перед глазами стоит картина Серебрянского леса Луганской области. Его нет. Вот он на карте есть лес, а реально там снимали видео солдата, его нет. Все, выжженное поле, лунная поверхность. Ну и кто приедет на лунную поверхность? Вот же в чем вопрос. Значит, так. Значит. Благодарю вас за собственное мнение. Спасибо большое. Когда вернется Карасев? Вопрос. Ну, смотрите. Когда вернется, тогда вернется. Значит, это дело юридическое, тонкое. Я думаю, что если вернется, будет сюрприз в любом случае. Ну, я надеюсь, да, и сам вернется, и, ну, вот перспективы какие-то этому есть, но какие, пока сказать не могу, все-таки это же жизнь, тем более это, правовое государство, все же по Конституции, все по закону в Украине, мы с этого начинали. Саша, верить в приметы, как старая бабулька, радиозатесе. Ой, слушайте, бабулька, но наши все-таки
бабульки и дедульки, они как бы благодаря им мы с вами сейчас есть. И я думаю, что они верили в эти приметы, и они как бы сбываются. Но это любое, это ваше дело, верить или нет. Я верю не во все, периодически. Спасибо большое за шум, спасибо вам большое. Значит, Шелест, ты знаешь, что Усик убийца убил парня в Симферополе, уличной разборки, оставил без оказания помощи на дороге. Парня звали Александр Соколков. Это было до Лондонской Олимпиады. Я что-то такое слышал, но не проверял. Не знаю, надо поинтересоваться. Не могу сказать, что это достоверная информация, но... Или, по-моему, он что-то комментировал по этому поводу, по поводу какой-то драки где-то с кем-то, кому-то он въехал, а потом что-то было тяжелое. Ну, что такое, я вот фоном я что-то такое помню, но не могу как бы точно сослаться, чтобы это он сам говорил или это о нем говорили. Ну, вот не могу точно сказать. Александр, что для тебя было ужаснее, война на Донбассе, на твоей родине, когда на твоих с оружием пошли, или все-таки 24-й? Ева. 14-й страшнее было. 14-й страшнее было, и 14-й... Ну, там же, смотрите, как бы, почему страшнее? Потому что я был в Лисичанске, и там мы реально жили, ну, 2 месяца мы жили в подвале. 2 месяца, потому что был как бы контроль одних, а потом приходили другие. И там рассказывают, там, вот, 25 июля, там, туда-сюда, там не было ничего, понятно, ни света, ни связи, там родители, я, там, какие-то соседи, что-то где-то. Понятно, что многие поуезжали. Вот тогда было страшнее, потому что тогда... Ну, это может потому, что было впервые, но это может быть потому, что лично для меня, ну, не знаю как, да, то есть 14 вот именно тогда вот в Лисичанске, и там рассказывают 25 июля, день освобождения, там, ну, когда Украина освободила, типа, в рамках АТО Лисичанск, нет, там бои были еще очень долго, тем более, что Лисичанск очень длинный город, и там, ну, действительно, тогда было больше и там и лишений каких-то, и каких-то моментов взаимовыручки, и тяжелее тогда было, и тогда это очень трудно потом возвращалась в норму эта жизнь. По большому счету, не, ну, как бы тоже было страшно в Киеве, да, но там как-то хоть, ну, как было немножко проще, там все-таки как бы там что-то пытались работать, тоже была там взаимовыручка, и народу было больше, и как бы не дошли, да, с той стороны, где был я, до Киева не дошли, и не было этого перехода, когда одна сторона занимает другую, а это всегда страшно. Поэтому лично для меня, вот, наверное, 14 страшнее. Спасибо за вопрос, кстати. Потому что это, ну, это справедливо. Здесь не надо искать какую-то там... Вы просто интересуетесь, как бы я отвечаю, это очень важно вот, в плане этого общения. Здесь не надо искать какие-то подоплеки, какие-то подтексты. Вообще, это очень страшно. Я всегда делаю акцент, гражданский и военный – это 2 разных человека, 2 разных функции. Они не должны пересекаться никак. Никак. И вот эти там военные в гражданской жизни, они, значит, если ты военный, ну, военный, но по гражданке одет, ты должен, я считаю, что военный должен ходить в военной форме. Ну, действующий военный, он должен ходить в действующей военной форме. Вот эти все там бывшие ветераны, которые там... Если ты ветеран, ты не ветеран. Ты уже гражданский человек. Все, одевай гражданское и ходи в гражданском. Это правильно. Это правило. Это поведение в сообществе, тем более во время войны. В этом есть большие смыслы. Войны, Александр, возьми интервью у Дианы Панченко. Обязательно будет интервью в первый день, когда сбежит Зеленский. Мы договорились. Как по-вашему, сколько еще выдержит экономика Украины? Недолго. Там сейчас жаба задавит европейских товарищей, налогоплательщиков. Ну, максимум, если брать только в соизмерении, сколько Европа будет давать денег, ввиду собственных противоречий, ну, это как раз вот эти полгода, которые обсуждал Зеленский со Свириденко и Федоровым. Больше, чем на полгода там, ну, очень дальше будет туманно. Они вообще их на полгода и берут, на самом деле, освоить новые деньги, европейские.
Вопрос, был ли шанс у независимой Украины не стать орудием Запада против России? Был. Думаю, что был. В 13-м был такой шанс. Так. Да, Саша, бомбежки страшно, подкожный животный страх непереносимый. Не, действительно, это всегда страшно, да. Так. Ага, Сирия, что думаешь? Ну, шатнули Сирию. Ну, конечно, качнули, шатнули эти друзы, Израиль. Смотрите, я вам так скажу. Значит, у Нетаньяху, ну, Нетаньяху такой режим нужен враг. Нетаньяху повезло, у него там есть и Ливан, и Сирия, там эти друзы, есть вот эта Палестина никак. Палестину уж вроде прикрывает Трамп на этой неделе, по идее. Но мы понаблюдаем на протяжении недели, сможет ли вот это добиться 60-дневного перемирия или нет. Ну, посмотрим. Ну, там хуситы, то есть ему надо переключаться. Там операции против иранских каких-то деятелей тоже там на территории, в тылу проводить. Он не может уже, там, Нетаньяху не получится как бы спрыгнуть в мирный Израиль, который со всеми дружит. Ну, только надо менять Нетаньяху. Меняется Нетаньяху, меняется политика, и тогда да. У нас такая же история. То есть надо менять Зеленского, есть шанс на налаживание плюс-минус каких-то, ну, немирных. Смотрите, поменяет Зеленского, мира не будет сразу. Но есть надежда о том, что будут какие-то договоренности, и пойдет это все на спад. Вот это и милитаризация, и вот эти все... То есть есть шанс. При Зеленском шанса такого нет. Ну, только, ну, не знаю. Ну, как бы нет. Саша, ты веришь, что в России Путина поддерживает 60-65%, или еще из тех людей, которые считают, что Путин удерживает свою власть силовыми образом? Лично я могу сказать, что люди спокойны, что у них он. Ну, как вам сказать? Да верю. Почему 60-65%? Может, больше поддержат. Может, где-то так. Ну, там же кто ходит на выборы, кто не ходит на выборы. Смели бы уже давно. Ну, слушайте, ресурс включили нешуточный. И война, и экономика, и эти бренды уходят. И там же есть тоже определенные какие-то лишения. Ну, все равно, то есть банковские карточки. То есть, ну, опять-таки, да. Ну, тут же тоже такая штука. Человек ко всему привыкает. Учится пользоваться другими инструментами, другими карточками, другими какими-то моментами. Ну, это жизнь. И потом, потом поди попробуй вернуться со своей там визой или MasterCard или еще чем-то. Сразу начнутся вопросы, подождите. А вы вернулись, это что, в любой момент опять как бы провернете, мои деньги сгорят? Нет, я уже так вот по старинке, как привык за эти 3 года, например. Это очень такая странная история. Но качнули же не слабо. Если бы не было такой поддержки, смели бы. Ну или там серьезно бы он бы откатил назад. Не смог бы ничего сделать. Потому что все равно, как бы, как ни крути, тут Путин тоже, он слушает людей. Там тоже меряют постоянно рейтинги в Кремле, там тоже они понимают замеры региональные и так далее. То есть примерно держат они контроль, всегда держат контроль на местах. Поэтому тут в плане поддержки, думаю, наверное, да. Шелест ночью, шелест днем. Да, разный. Спасибо вам большое, друзья, за то, что принимаете участие в шуме. Я очень благодарен всем за то, что мы имеем возможность так пошуметь. В который раз всех призываю поставить лайк, потому что лето, жара, мы перешагнули экватор этого 25 года. Если честно, на первое полугодие было больше ожиданий и больше надежд. Ну, это означает, тем ярче, вкуснее будет выглядеть то, что нас ждет во второй половине 25-го. Ну, не кровавее. Вкус крови это не о нас. А вот пошуметь мы гораздо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно.